Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы регулярно читаем разные новости, чтобы вы могли лучше понимать естественную, натуральную русскую речь, и чтобы вы могли читать и говорить на разные интересные темы. И сегодня мы будем говорить, как мне кажется, о самой интересной новости из научного мира за последние несколько месяцев, может быть, год. Мы сегодня будем говорить о жизни на Марсе. Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Для вас есть субтитры здесь. Можете включить субтитры на любом другом языке здесь или здесь. А еще, если вы хотите лучше запомнить все полезные слова из этого видео, то для вас есть словарь и практика. Их вы можете скачать бесплатно по ссылке в описании. Мы с вами давайте начнем. Поставьте лайк этому видео, если вам нравятся такие видео. И да, мы начинаем. Итак, если вы не слышали о том, что было на Марсе, то я сейчас вам и расскажу. Мы с вами прочитаем вот эту статью. Она не самая большая, но и не самая маленькая. Золотая середина, как мы говорим. Здесь будет много интересных слов, много интересных структур. И, ой, и мы их все разберем, прочитаем, и вы удивитесь, насколько лучше вы понимаете русский язык через эти полчаса. Давайте начнем. Я буду читать и объяснять. Поехали. НАСА назвала недавнее открытие марсохода Perseverance, я надеюсь, я правильно читаю, самым надежным возможным свидетельством жизни на планете. На планете Марс, конечно. На планете Земля жизнь есть, и мы это точно знаем. Итак, поехали. Что здесь может быть интересного с точки зрения языка? Марсоход. У этого слова есть два корня. Первый корень – Марс, планета Марс, и ход. Конечно, вы знаете ходить. Какие есть еще аналогичные слова, которые вы можете увидеть? Марсоход ходит по Марсу. Может быть, луноход ходит по Луне. Вездеход – это техника, машины, которые могут ехать везде, могут ездить везде. По дороге, в лесу, по полю – это вездеходы. Снегоходы – это техника, машины, которые могут ходить по снегу. Потом Perseverance. Я не знаю, как правильно это произносить, конечно. А, Мне очень нравится название этих марсоходов, луноходов. Наверное, вы слышали про Curiosity. Мне кажется, это очень точное название для лунохода, для марсохода. И Perseverance тоже очень глубокое, точное название. Как сказать это по-русски? Perseverance, есть два перевода. Один перевод – это настойчивость, и второй перевод – это упорство. Это два синонима. И в чем отличие? В чем разница? Настойчивость часто ассоциируется с внешним действием. Например, настойчивый человек будет проявлять инициативу, даже если ему отказывают, если ему говорят «нет». Он настойчиво идет к своей цели. Значит, он делает попытки еще раз, у него не получается, ему сказали «нет», но он продолжает это делать. Упорство, тоже человек идет к своей цели, но упорство больше ассоциируется с внутренней силой, с внутренним стержнем, что у человека, несмотря ни на какие-то внешние обстоятельства, он все равно идет вперед. Например,
Мы говорим про спортсмена, про атлета, который упорно тренируется, упорно идет к своей цели, и он ходит на тренировки, он тренируется каждый день на стадионе, неважно, дождь, снег, неважно, у него есть цель, он идет к ней. Если мы говорим про настойчивого спортсмена, то скорее мы назовем настойчивым спортсмена, который получает много отказов, но он продолжает подавать свою заявку и обращаться к тренерам, даже если они не хотят с ним работать, но он продолжает искать выходы из ситуаций, из неблагополучных таких ситуаций. Конечно, второй спортсмен тоже упорный, у него тоже есть это упорство. Но настойчивость это больше работа с отказами, упорство это работа с собой. Имеет смысл. Звучит логично? Надеюсь, да. Так вот, скажите мне, это слово perseverance, это скорее про настойчивость или это скорее про упорство? Про работу с внешними обстоятельствами или это про работу с собой? И поехали дальше. Самым надежный человек тот, кому мы можем верить, кому мы можем доверять. Значит, это свидетельство, это доказательство, этот факт, эта информация самая надежная. Мы можем ей верить, мы можем ей доверять. Кстати, недавно я узнала, что в русском языке, ладно, не только в русском языке, есть имя Надежда. Надежда это обозначает, ну, когда вы верите во что-то лучшее, что будет что-то лучшее. И в английском языке, ну не только в английском, э, есть имя Надин, женское имя Надин. В русском языке Надежда, в других языках есть Надин. И я недавно узнала, что имя Надин пришло в другие языки из французского. А во французском языке слово имя Надин появилось от русского имени Надежда. Вот, немного узнала. Интересный факт. Итак, это самый надежный, возможный, то есть это еще не точно, может быть, свидетельство жизни на планете, свидетельство, доказательство, факт, кусок информации, который подтверждает какой-то факт. Образец, тот пример, небольшая часть, который собранный марсоходом НАСА Perseverance, мог сохранить свидетельство древней микробной жизни. Слово «древний» очень интересное, и давайте найдем больше синонимов, больше похожих слов. Древний– это очень-очень старый, но что может быть древним? Древняя цивилизация, древняя Греция, древняя религия, например. Это что-то историческое. Это древний. Потом слово «старый». Мгм. Старая машина, старая книга, старые очки. Любой предмет, любая вещь может быть старой. И основная характеристика– это много лет. Этому много лет. В старой книге может быть 40 лет, 80 лет. Она старая. Но есть другое слово– старинное. Старинный. Очень похоже. Старый, старинный. Старинный предмет тоже старый, тоже много лет ему. Но у старинных вещей есть какая-то ценность. Это антиквариат. Может быть старая книга, а может быть старинная книга, старинный экземпляр. Какой-то очень ценный, очень красивый, уникальный. Может быть, могут быть старые сережки, а могут быть старинные сережки. Сережки вашей прапрабабушки. Они очень ценные, уникальные. Частая ошибка, как говорят, это старая женщина, старый мужчина. Так, в теории, конечно, старый человек. Можно
говорить. Но это будет звучать не очень вежливо, не очень хорошая манера. Лучше сказать в этом случае, когда мы говорим про людей, про возраст людей, пожилой, пожилой, пожилой человек, пожилая женщина, пожилой профессор, например, уже в возрасте, другой синоним в возрасте, в возрасте. И последнее слово в этом же контексте, которое я хотела сказать, это старший. Тоже про возраст, но старший это про сравнение. Есть старший брат, а есть младший брат. Старшая сестра, старший сын, младший сын, старший друг, старший партнер, например, в компании, в организации. Так вот, давайте еще раз вспомним все эти слова. Древний. Древняя цивилизация, древняя Греция, древний Египет. Старый. Старая одежда, старый мотоцикл, старый велосипед, старый дом, старая мебель. Старинный. Старинная мебель, тоже может быть антиквариат. а, Старинная шкатулка, старинный портрет. Пожилой. Пожилой сосед, пожилой коллега, может быть, почему нет? Аналогично в возрасте, она в возрасте, он уже в возрасте. Значит, они уже, ну, не мальчик и девочка, они в возрасте. И старший брат, старший друг и так далее. Значит, образец в этом случае это камни, это песок, который собрал этот марсоход на Марсе, мог сохранить свидетельство древней микробной жизни. Взятый из камня Чиява, Чиява Falls, образец Sapphire Canyon, Сапфирный каньон, содержит потенциальные биосигнатуры. Значит, марсоход взял из камня, это название камня, он взял образец материалов, вот этот, и в этом образце были, образец содержит потенциальные биосигнатуры. Биосигнатура– это вещество или структура, которые могут иметь биологическое происхождение. Это может быть биологическая жизнь. Это может быть доказательством следов жизни на Марсе. Слово «след» — это отпечаток руки, обычно ноги, где-либо. Например, когда вы идете по песку на пляже, вы идете на пляже, и ваши ноги оставляют следы. Вы можете посмотреть на песок, и там будут ваши следы. Вы точно знаете слово «следующий». Мгм. Следующий. Слово «следующий» от слова «следовать». Следовать– это значит идти за кем-то, идти буквально, идти по следам. На земле, на песке есть следы, и вы следуете за этими следами. Вот, ой, след, следующий, следовать. Полезные слова, интересные. Это фотография, это фотография, это снимок, обнаруженные марсоходом НАСА Perseverance леопардовые пятна на скале Чиява Фоллс. Там была скала, и там были пятна. Пятна– это маленькие точки. Вот они такие. Могут быть пятна на одежде. Например, вы пили вино красное и случайно пролили, и на вашей белой одежде красное пятно. И вот здесь тоже обнаружили, нашли такие пятна леопардовые. Об этом говорится в исследовании НАСА.
Кстати, смотрите снова след. Исследовать– это изучать. В исследовании НАСА, опубликованном 10 сентября в журнале Nature. Потенциальная биосигнатура– это вещество или структура. Вещество вообще это то, из чего состоит материал. Вещество может быть, вы знаете, например, вода. Вещество может быть в трех состояниях. Твердое, жидкое, твердое лед, жидкая вода и газообразное газ. И вещество это какой-то материал, состояние вещество это какой-то базовый материал. Вещество или структура, которые могут иметь биологическое происхождение. Происхождение, откуда они произошли, откуда они появились. Например, мы не знаем точно, мы не знаем все о происхождении жизни на Земле. Почему сначала была неорганическая материя, почему на Земле не было жизни, а потом появилась жизнь. Как она произошла? Какое происхождение жизни? Мы не знаем. Как писал Naked Science, это журнал, и статью мы сейчас читаем, как писал Naked Science, об открытии стало известно еще в марте 2025 года. Открытие об этом исследовании, о том, что ученые открыли, что они узнали. Команда американских планетологов под руководством ими руководит, значит, он их менеджерит. Менеджер– это руководитель. Под руководством Джоэля Горовица из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке они показали результаты исследования, что они исследовали, вот они, что они исследовали на конференции по лунным и планетарным наукам, проходившей в Техасе с 10 по 14 марта. Конференция проходила в Техасе в это время, и там они рассказали о своем открытии. Там они рассказали о своем открытии, но представили свое открытие. Марсоход НАСА в 2021 году совершил мягкую посадку в кратере Гейзера, где 3 миллиарда лет назад могло быть озеро. Мягкая посадка. Он сел на Марс. Он летел и сел. Есть другое слово, которое аналогичная структура, аналогичная конструкция– это приземлиться. Например, приземлиться– это сесть на Землю, приземлиться. Но, конечно, мы не можем сказать приземлиться на Марс, потому что Земля– это наша планета, а Марс– это другая планета. Совершил мягкую посадку в кратере Гейзера, где 3 миллиарда лет назад могло быть озеро. Я думаю, очевидно, что два этих слова очень похожи. У этих слов есть общий предок, логично. Так, например, словом «езеро» называют озера в других славянских языках. В южнославянских языках, в западнославянских языках. Я думаю, что да. В русском языке это озеро. В 2024 году марсоход нашел на одной из марсианских скал необычное образование. Образование– это что-то, что образовалось, что появилось. Могут быть раковые образования. Рак– это болезнь, очень тяжелая болезнь, и появляются опухоли в теле, это могут быть образования. И как в примере с раком, эти опухоли образовались, сформировались. И аналогично здесь, на Марсе, какие-то необычные точки сформировались. Мы не знаем как, поэтому они образование, необычное образование. Темные точки ученые назвали семенами мака.
Мак– это растение, красное растение, красный цветок, а светлые пятна с темной окантовкой. Окантовка по кругу. Например, могут быть зеленые глаза, но кария окантовка. Или наоборот, могут быть голубые глаза, но зеленая окантовка вокруг. И были светлые пятна и темная окантовка, как у леопарда. И они получили имя леопардовые пятна. Мгм. Тогда исследователи давали несколько возможных объяснений. Они пытались объяснить, как произошли, как сформировались, как образовались эти непонятные точки, эти непонятные пятна. Вот видите, здесь они, какие-то странные пятна. Да, как возникли эти отметины. По одной из версий, это могли быть следы древней жизни. В НАСА поясняют, дополняют, объясняют, что сочетание этих материалов, сочетание комбинация, что комбинация этих минералов, которые, вероятно, возможно, может быть, образовались, сформировались в результате реакции переноса электронов между осадком и органическим веществом. Итак, НАСА пытаются объяснить, что это за пятна, какие это пятна. И они говорят, может быть, эта комбинация этих минералов, может быть, появилась, сформировалась как результат реакции, какой-то химической реакции, физической реакции. Потому что электроны был перенос, переносили из одного, электроны переходили от органического вещества, от жизни. Органика– это жизнь. У органики есть жизнь. Органика– это жизнь. И, может быть, когда было это органическое вещество, электроны переносились с жизни, с органики на металл, на материал. И, может быть, эти пятна– это потенциальный отпечаток микробной жизни. Мы говорили уже про следы ног. Отпечатки– это следы пальцев. Ну и не только пальцев. Но самое частое это, конечно, отпечатки пальцев. Вот так вот. И это отпечаток, след микробной жизни, которая может использовать эти реакции для производства энергии роста. Производство, чтобы производить, чтобы делать. Производство, какие мы сейчас видим, это производство материалов, предметов, продуктов, фабрики, заводы. Что еще может быть? Какие-то цеха, мастерские. Это все производство. Но здесь для производства, чтобы производить рост для этих маленьких микробов. Минералы также могут образовываться сами, абиотически или без присутствия жизни. Абиотически, я думаю, это понятно, без биологического источника. Чтобы получить их без биологических реакций, нужны устойчивые высокие температуры. Устойчивые. Мы брали похожее слово, мы говорили настойчивые. Мгм. Настойчивый, perseverance, название этого марсохода. Устойчивый, видите? Устойчивый, очень похожее слово, только другой префикс. Устойчивый. Тот, который может долго стоять. Устойчивые растения могут расти в очень плохих условиях, когда снег идет, холодные температуры, много воды, мало воды, они устойчивые. Может быть бизнес устойчивым, когда много проблем, много сложностей во внешнем мире, но компания все равно устойчивая, все равно работает стабильно.
Так вот, нужны устойчивые высокие температуры, которые стоят очень долго, эти устойчивые высокие температуры, без каких-то колебаний. Мгм. Кислые условия, кислые как лимон, кислые условия или связывание органическими соединениями. Фух, у ученых нет свидетельств, что породы подвергались воздействию высоких температур или находились в кислых условиях. Итак, смотрите, у нас тут есть три, три варианта, почему это может быть не жизнь. Ученые говорят, что хорошо, наверное, скорее всего, это органическое, наверное, это следы микробной жизни. Наверное, там были микробы. Но, может быть, это были не микробы, может быть, это была не жизнь. Три варианта, почему так может быть. Первое. Может быть, там были высокие температуры. Может быть, там было очень-очень жарко. Второе. Может быть, там были кислые условия, кислая среда. Может быть, там была высокая кислотность. Знаете, вот как лимон кислый, и высокая кислотность была на планете. Может быть. И третье — это связывание органическими соединениями. Соединения — это уже такие конструкции более сложные. Я не знаю, что значит третий пункт. По моей логике, органические соединения — это уже жизнь. Нет? Нет? Я ошибаюсь? Но у ученых нет свидетельств, нет фактов, нет доказательств, что породы, что земные породы подвергались воздействию, что на них оказывали воздействие, э, что они были под эффектом высоких температур или что они находились, были в кислых условиях. Таких фактов нет. Также нет данных, что там были органические соединения, которые могут вызвать реакцию, начать реакцию при низких температурах. То есть, если там не было высокой температуры, то должны быть какие-то органические соединения. Логично для них. Для меня нет. Я не знаю. Исследователи, эти ученые, которые исследовали эту тему, пришли к выводу, что окончательно определить происхождение, окончательно, до конца, уверенно узнать, доказать происхождение содержащихся в образце минералов, органики и текстур они смогут, использовав высокочувствительные приборы на Земле. Значит, что есть сейчас у исследователей? У них есть только эти материалы, которые им отправляет марсоход. У них нет этих материалов, у них нет этих пород в лаборатории, в руках. Поэтому они просто анализируют фотографии и, да, фотографии и снимки. Значит, чтобы окончательно, чтобы точно определить происхождение этих пятен, им нужно использовать, то есть они это смогут сделать, но только с помощью высокочувствительных специальных приборов, у которых очень-очень высокая точность, высокая чувствительность, да. И эти приборы на Земле, в лабораториях. Собранный материал попадет на Землю в 30-х годах. У нас есть время, у нас есть целых 5 лет, чтобы помечтать о том, что на Марсе была жизнь. К сожалению, конечно, она закончилась, а может быть, она только начинается. Кто знает. Как вам это видео? Как вам такая тема? Если вы хотите повторить все интересные слова, скачивайте слова и скачивайте практику. Это бесплатно. Мы с вами встретимся совсем скоро. Пока-пока.